Наверное, стоит начать с истоков, а точнее с оригинального сериала, с того момента, когда все началось в 1998 году и завершилось в 2004. На 5 сезонов меньше, чем сериал «Друзья», которые также в этом году, кстати, и также от HBO решили сделать воссоединение и тряхнуть стариной, порадовать сотни миллионов фанатов по всему миру мимолетным возвращением в одном специальном эпизоде с хронометражом под 2 часа, которое вышло, откровенно говоря, слишком громким и из-за этого слишком провальным. Не только из-за этого, например, я себя к поклонникам причисляю, я частенько пересматриваю «Друзей» или какие-то отдельные сезоны, эпизоды или моменты из них, но вот этот специальный выпуск, по большому счету, просто пересказ каких-то моментов и вставок из сериала, впечатления актеров от съемок и ностальгирование по тем временам и уже всеми 1000 раз прочитанными и услышанными смешными моментами со съемок или интересными фактами о сериале «Друзья». Извините за такое долгое лирическое отступление, это все для того, чтобы вы не тратили на него свое время, хотя, возможно, кто-то об этом узнает благодаря мне и посмотрит. Да ладно. Да и просто на фоне всего ранее сказанного, новый сериал «Продолжение секса в большом городе» под названием «И просто так» уровень «Небо и земля». Хотя первые 15 минут, и я объясню почему. Новый сериал обзаведется 10 эпизодами полноценными, и вроде даже как планируется снимать продолжение. Хоть я и не молод, но зарождение истории отвязной четверки главных героинь, пускающихся в приключения в Нью-Йорке, у каждой из них свой взгляд на жизнь, на ситуацию и на способы преодоления проблем. Это не значит, что нельзя было посмотреть его попозже, уже в более взрослом или подростковом возрасте, например, этот сериал 98 года. Просто как-то, не знаю, я посчитал, что момент упущен, плюс еще много всего другого выходило на тот момент, в то время. Например, «Доктор Хаус», которого я очень люблю, я начал смотреть его тогда. Также я считал, что сериал для женщин. Вот такое у меня было отношение. Между сериалом 98 года и сериалом 2021 огромный временной промежуток, который был заполнен 2 полнометражными фильмами: «Секс в большом городе» и «Секс в большом городе 2». Картины, конечно же, снискали коммерческий успех благодаря названию. Я тоже, кстати, не смотрел, опять же, из своих предубеждений и предрассудков, да и не было должного интереса. А сейчас продолжение под названием «И вот так» я посмотрел больше, конечно же, из-за того, что у меня есть канал о кино и сериалах, где я делюсь отзывами, обзорами, разборами, а не из-за желания или совета кого бы там ни было. Мне, как человеку, незнакомого с первым сериалом и фильмами, которые, скорее всего, никакого влияния на новый сериал не оказывают, я сейчас имею в виду, не будет такого, что вы включите сериал и ничего не поймете, потому что нужно просмотреть 150 тысяч сезонов и потратить 150 тысяч часов просмотра, чтобы въехать в сюжет. Я о такого рода влиянии говорю. Это сериал про отношения и прочую бытовуху и юмор. Сериал «И просто так» мне было смотреть приятно и весело, и, честно сказать, это меня удивило. Наверное, еще потому, что я подходил к сериалу скептически и с постной миной. С самого начала сериал «И просто так» старается задать положительный тон и позитивный настрой. Он излучает нужные атмосферные вайбы, как это модно сейчас говорить, или было модно, я просто не сильно слежу за модой. Это выражается в огромной жирной порции юмора и каких-то курьезных диалогах, которыми насыщены первые 5 минут серии. Конечно, есть удачные шутки. Помните, когда нам по закону надо было держаться на расстоянии друг от друга? Да, мне этого не хватает. Есть шутки, откровенно вызывающие испанский стыд и хочет ударить себя рукой по лицу. Что? Велосипедный шлем не идет еврею под 60? Шутит он, а стыдно мне, и шутит ли вообще. Старт первой серии еще хорош тем, что изображает женщин за 50, даже между 50 и 60, и они веселые, они на позитиве, встречаются, общаются, и у них в жизни что-то происходит. Они стильно одеты, они следят за собой, и это огромный, этот именно момент, это огромный положительный момент, То есть в таком ключе и надо смотреть на жизнь, невзирая на свой возраст. Главное не путать быть опрятным, обаятельным, не унывать, улыбаться, радоваться новому дню с, например, отчаянными попытками подлизаться к молодому поколению или делать вид и вести себя на 20 лет, когда тебе за 40
за 40, да? Первое положительное впечатление, гармоничное отношение к себе, к своему возрасту. А второе, это просто какое-то жалкое зрелище и психическое расстройство. У каждой возрастной группы есть свои интересы, привычки, увлечения, способы выражения себя. И я никогда в жизни не поверю, что человеку среднего возраста или выше нравятся какие-то, не знаю, молодые рэперы, их музыка или там красить волосы в синий цвет. Либо у человека реально пусто в башке, или он ни дня не учился в школе. Это выражается даже в сексуальном поведении, в сексуальном плане. В одном возрасте ты можешь по 3 раза за день или за час, не знаю, не помню. А в другом случае, у тебя уже просто хуй не стоит. В 20 лет это заниматься сексом. Давай займемся сексом, потом посмотрим Netflix. В 30 лет это посмотрим Netflix и, возможно, потом займемся сексом. Скорее всего, спать пойдем. Как оно в 40, я не знаю, еще не дожил. А за 50 это займемся вином. Я дома. Привет, подруга. Займемся вином. Как я раньше сказал, главных героинь было всегда 4, а в продолжении их 3. Так как актриса, игравшая роль Саманты, отказалась участвовать в проекте, и в сериале это обыгрывается тем, что она переехала в Лондон по работе, а с кем-то и вовсе разругалась. Из-за этого, кстати, была тоже неплохая шутка в начале сериала. Где Саманта? Ее больше нет с нами. Нет, она жива. И вот весь этот прекрасный позитивный настрой и положительный тон, который поначалу задает сериал, длится, к сожалению, как я уже сказал, недолго, а именно 15 минут. До того момента, пока не начинается пропаганда про гендеры, про то, что ты, старая, белая, тупая пизда, считаешь, что препод не может быть черной и не может быть молодой и не может быть с косичками. Знаете, что я вам скажу? Проблема не в том, что препод черный, или в том, что она женщина, и не в том, что у нее косички, да? Проблема, если преподаватель озабочен своим внешним видом, тем, как он одевается, насколько стильно, какая у него прическа модная и так далее, тем, какую ему татуху набить, наебало, как по мне, это говорит о его некомпетентности в вопросе или в сфере, в которую он вхож. Это вообще никак не связано ни с расой, ни с религией, ни с возрастом. Это связано с его профессиональными навыками и качествами. И из-за вот этой вот гребаной херни, которая происходит в сериале с 15 минуте, и того, что он по всему миру старается навязать, да, вот подобную повестку, тематику, из-за этого нас всех ждет, блядь, крах мира, и мы скатимся в бездну, в тартарары. Заклеймят тебя чопорной цисгендерной замушкой. Есть только 2 гендера, блядь. Это мужчина и женщина. И все люди прошли между ног у женщины. Просто после 15 минуты сериал становится психически невыносимо смотреть. От того, как он пытается навязать западную повестку и залить идеологические помои в голову. И на физиологическом уровне просто начинается отторжение и тошнота. Ничего, кроме как слова «высер», как минимум для этого сериала подобрать нельзя. Было бы, конечно, очень круто, если бы сериал просто продолжил тот тон, который он задавал на протяжении первых 15 минут. Просто показал и рассказал о жизни женщин за 50, их отношениях, семье, работе, проблемах, тем, как они их решают, эти проблемы. И, конечно же, все это разбавить добротным юмором в большом количестве. Но нет, важнее, конечно, превратить людей в серую аморфную массу, где каждый считает, что он индивидуальность, потому что покрасил волосы в синий цвет, или мужчина в теле женщине, или женщина в теле мужчине, блядь, без разницы. На этой печальной ноте, в полном разочаровании от сериала и просто так, я закончу свой отзыв. Ставьте большой палец вверх, если вам понравился этот ролик. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Пишите в комментариях, что вы думаете об этом сериале. А на этом все. Спасибо за просмотр. До встречи. Пока.